Алиса, стоп. Вечер добрый, дорогие программисты, их менеджеры, хозяева, вторые половинки, если вы нас смотрите. Меня зовут Егор, я с вами каждую пятницу в 6 часов вечера. Всех вас жду на нашу встречу, пытаюсь ответить на ваши вопросы и узнать от вас чего-то новое. В ваших вопросах вы часто ставите меня перед сложными проблемами, которые я должен решать прямо с вами. Вопросы можно задавать о программировании, о менеджменте, может быть, об инвестициях, о бизнесе, может быть, о философии. Все, что вас, программистов, волнует, и меня вместе с вами, я тоже программист. Ну и первый вопрос задает Денис, и он как раз о программировании. Звучит он так. Сами ли вы придерживаетесь вашего стиля в одежде или вас одевает ваша дама? Дальше в скобках, от чего страдают большинство мужчин. Очень важная приписка в скобках. Действительно, мой опыт жизненный показывает, что если вас будет одевать дама одна и та же долгое время, или если вы сами будете одеваться для одной и той же дамы много лет подряд, то вы ни к чему хорошему это не приведет. Вот так. И даже если у вас одна и та же дама, жена, например, и вы не собираетесь разводиться, тем не менее, опыт мне подсказывает, что нужно при этом не терять из своего фокуса других женщин, которые так или иначе на вас смотрят. Как только вы сами себе скажете, что я навсегда навеки с одной, и только она меня любит, и только я ее буду любить, и только ее буду любить, то вы через некоторое время превратитесь в не очень приятное глазу и нюху существо. Лучше все-таки помнить, что женщины из вашей жизни никуда не уходят, даже если вы на одной сконцентрировались и решили с ней провести остаток жизни. Идем дальше. К вопросам уже о программировании. Звучит он так. Мне предложили стать лидом в крупной компании после увольнения предыдущего лида, который держал всю экспертизу на себе. Команда не мотивирована, технологии устаревшие, продукт я знаю слабо. От меня ждут, что я сделаю направление эффективнее, но я даже на 3 вопроса из 10 о продукте ответить не могу. И тут, видимо, нужно какой-то совет дать человеку, что ему делать в этой ситуации. Команда не мотивирована, технологии устаревшие. Ну, наверное, вам нужно взять все на себя, всю ответственность. Ну, а что вы, какой вариант тут предлагается? Не такие у вас и большие тут, не такое уж большое количество опций для выбора. Вы можете либо уволиться, либо остаться. Но я бы попробовал, останьтесь, попробуйте разобраться. Если вы не понимаете в продукте, то вам нужен будет продакт человек. Если вы не понимаете в технологиях, вам нужен будет архитектор. Если вы не понимаете в коде, вам нужны будут кодеры. Грамотный менеджер, он же старается ни в чем не понимать. Он старается находить экспертов, которые будут понимать, если он менеджер. Если он архитектор, то он, конечно, не должен так делать. Он должен сам нести на себе техническую ответственность. Но менеджеры должны распределять между подчиненными. Дальше. Как вы объясняете непопулярность test-driven development в большинстве компаний, в больших компаниях, и в индустрии вообще? Ну, я это объясняю безграмотностью. Я считаю, что просто люди не умеют писать тесты. И я об этом много раз говорил и повторяю. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, проблема не в безграмотности, а, например, в незаинтересованности в целом людей в том, чтобы вокруг них была жизнь лучше, что ли. Но трудно так заявлять, потому что люди, в общем-то, хотят жить в чистоте и порядке. Наверное. Я, может быть, людей слишком приукрашиваю, но кажется мне, что человек хочет, чтобы у него в доме был порядок. Он хочет, чтобы у него, не знаю, унитаз был чистый. И стремится к этому. Да, ему что-то мешает. Например, он не знает, где взять средства для мытья унитаза. Тогда у него унитаз грязный. Но не потому, что он любит грязный унитаз, а потому, что у него нет денег или навыков
в покупке средства для очистки. Также и девелоперы. Они просто не знают, что у них грязный... Точнее, они видят, что у них грязный унитаз. Они понимают, что у них код написан плохо. Они понимают, что у них нет тестов. Они понимают, что им приходится одну и ту же ручную работу делать много раз каждый день. Но где взять средства для мытья унитаза? Не знают. Где взять тряпку? Не знают. Никогда этим не пользовались. Ну вот и живут с грязным туалетом. Так я думаю. Мне не верится в то, что человек с радостью, с удовольствием живет в состоянии бестестовости. Либо он никогда не видел тесты. То есть он никогда не видел чистый унитаз. Он родился с таким, он вырос с таким, и он живет с таким. У его там, в детстве такой был, потом в юности. Всегда у него не было тестов. Он никогда не видел систему с качественным покрытием тестами. Он просто не знает, о чем идет речь. В это готов поверить, да. И когда ему говоришь, где же твои тесты, это все равно, как ты ему скажешь, почему у тебя унитаз грязный, а он с таким всю жизнь. А какой он еще может быть? Ну, думаю, что в этом дело. И когда вы говорите в больших компаниях, в малых компаниях, в индустрии вообще, ну, в принципе, оно везде все одинаковое. Везде программисты, ну, такие, вот такие, какие они есть. Можно их учить, но я думаю, что нужно не учить, а демонстрировать. Нужно показывать, нужно на примере. Не то, что убеждать, а воодушевлять их чистым унитазом. Пока ему не покажешь, как это бывает, он не понимает, о чем речь. Он может слушать лекции по Test-Driven Development, он может ходить на конференции, читать книги. Но пока он сам не попадет в проект, в котором качественное покрытие тестами и из-за этого выше стабильность и выше скорость разработки, ему не будет очевидно, зачем вкладывать дополнительные средства, усилия в то, чтобы вымыть свой туалет. И так он, в принципе, работает. Да? Зашел, сделал свои дела, вышел. Ну да, он немножко пахнет. А как еще должен туалет пахнуть? Скажет вам программист. Ну а как? Это же туалет. Ну это наш код. Да, он грязный. Да, его нужно тестировать несколько раз. Да, мне нужно нажимать кнопку reload, мою страничку, вместо того, чтобы... Да не знаю я вместо чего. Просто я нажимаю reload и проверяю, грузится, не грузится. Вот мой тест. Ну так у меня пахнет туалет. А у вас по-другому, что ли? Его нужно привезти в другую квартиру, в другой дом и показать, смотри, а здесь не пахнет. И пожить ему там дать какое-то время. Тогда он вернется в свою квартиру и такой, что-то здесь с запахом не то. Так, дальше. Вопрос такой. Раньше люди считали, что можно упорно трудиться и со временем это окупится. Зная сейчас, это не так, и люди извлекают деньги из частной собственности. Как вы считаете, нужно ли рефакторить такую систему? Мы об этом говорим чуть ли не на каждом стриме, и не устаю повторять, что нужно рефакторить, но для этого нужна массовая революция в сознании людей. Капитализм, о котором вы говорите, он не на заводах и пароходах, он не там, где Билл Гейтс, он не там, где там, Илон Маск. Он в нас, в наших головах. Мы с вами капиталисты, нам нравится капитализм, мы его плоть и кровь. Из нас он построен. Мы все хотим сдавать квартиру в аренду. Мы считаем это правильным, честным. Сколько из вас людей пишет мне комментарии под моим видео и рассказывает о том, что «а что здесь такого? Да, я работал 10 лет, теперь я купил себе квартиру в Чертаново, однушку, сделал там ремонт за пару миллионов, в котором едва-едва жить можно, и сдаю ее». И это вполне заслуженно. А почему нет? Я теперь работаю столько же, а денег у меня больше, потому что мне же еще за квартиру приносят там несколько сотен долларов в месяц. Вот это и есть капиталист. На нем стоит Билл Гейтс, на нем стоит вся система, на человеке с таким сознанием, который не видит в этом ничего зазорного. Ему это совершенно кажется логичным. Что можно ложку украсть на кухне и потом эту ложку выдавать за деньги, чтобы люди могли ложкой воспользоваться. Ну, неважно как, заработать ложку. Ну, мы с вами несколько стримов назад, я вам приводил метафору походного котелка, который человек принес с собой в поход и никому не дает, вернее, и дает пользоваться своим походным котелком людям,
за то, что они его будут кормить. То есть он не рубит дрова, не ловит рыбу, не варит уху. Он просто дает котелок, который он с собой принес. И они варят уху, собирают дрова, ловят рыбу и кормят владельца котелка. День кормят, 2 кормят, 3 кормят. Весь поход, все 2 недели они его кормят, а он ничего не делает. Это капитализм. Капитализм – это не о богатстве. Очень многие думают, что капитализм – это когда есть богатые и есть бедные. И возмущаются, а что тебе, мол, не нравится? Это же здорово, когда люди богатые. Здорово, что он больше работает, у него больше денег. Да? Вот Илон Маск, он же трудится, он же молодец, он же создал это. Конечно, у него много денег. В чем здесь проблема? Это не капитализм. Это просто человек успешный, у него есть результаты, мы ему за это платим. В социализме тоже так же. В социализме тоже, если ты много работаешь и у тебя хорошие результаты, ты живешь в большой квартире, у тебя большая машина красивая, у тебя вкусная еда, ты больше зарабатываешь, чем тот, кто просто пьет и лежит в парке на лавочке. Социализм тоже разделяет людей по их доходу и ранжирует их по степени полезности для общества. Капитализм не про это. Капитализм это про то, что человек, не вкладывая ничего, получает деньги. Капитализм это власть капитала. То есть у меня есть капитал, у меня мой котелок походный, с которым я пришел. Это мой капитал. И вы мне все должны, потому что капитал мой. Как он ко мне попал, это другая история. Мы не разбираемся. Вот он уже ко мне попал. Бабушка моя заработала, дедушка, прадедушка. Я украл котелок, неважно. Это мое. И вы, поскольку я владелец капитала, вы мне все должны. Вот это капитализм. И это весьма странная, такая весьма, на мой взгляд, неэффективная модель организации общества. Что вы пожизненно должны владельцу котелка, который давно уже мы давно уже забыли, где он его взял. Мы давно не помним, как попали в руки деньги тем, кто, я не знаю, построил Москва-Сити. Вот они сделали Москва-Сити. У них каким-то образом оказались в руках деньги. Украли они их, или они их как-то заработали непонятно как, или им кто-то дал. Это не важно. Но теперь все в этих небоскребах снимают офисы и платят им, и платят, и будут платить пожизненно. Вот сколько будет стоять небоскреб, он столько будет платить тому, кто каким-то образом получил доступ к земле и каким-то образом его построил. Это капитализм. Социализм это когда ты построил, мы тебе за это заплатили. Молодец, супер, ты привез котелок с собой в поход. Супер, вот тебе бесплатная порция еды, первая. Благодарим тебя за это, ты классный парень, мы тебя очень любим. Все, на этом точка. Дальше неси новый котелок, делай новый вклад в общество. Делай свой следующий шаг. За тот мы тебя уже отблагодарили. А капитализм это про блокировку ресурсов, про то, что кто-то может заблокировать доступ к ресурсам, например, к земле, или к воде, или к воздуху, и дальше брать плату за вход. Долго, много лет. И социум, законы защищают его при этом. Говорят, да, это так правильно, он должен получать пожизненно, потому что он поставил шлагбаум, и теперь въезд на это поле только с его разрешения. И мы будем ему платить. А на этом поле растет пшеница. Вот нам всем нужен хлеб. И мы будем, въезжая на поле с пшеницей, платить дань одному и тому же человеку. И никто не смеет сопротивляться. А кто будет сопротивляться, тот революционер. Того в тюрьму. Того мы будем, закон будет того наказывать. А этого будем защищать, который заблокировал доступ к ресурсам. Вот это капитализм. Правильная ли эта модель или нет? Вы спрашиваете, нужен ли рефакторинг? Нужен, я считаю. Но каждый рефакторинг, он будет проходить через ультракровавую процедуру, которую, конечно же, никто не хочет видеть. И в первую очередь те люди, которые поставили шлагбаумы. Они не хотят лишиться шлагбаумов. Ну как вот революция 17 года, которая в прошлом веке была. У людей были поместья, они были помещиками, у них были крепостные. Ну, крепостных уже не было в то время, но у них были огромные деревни, огромные заводы, фабрики. Это люди, которые сидели на капитале поколениями. И тут вдруг к ним пришли солдаты и матросы и сказали, все, собираем вещи, вот все, что тебе нужно, вот с собой, все, что унесешь, все твое. Вот собирай ложку, вилку, можешь взять с собой котелок в поход, ну, можешь какое-то золото взять, но то, что унесешь, но ты не унесешь с собой землю, ты не унесешь с собой дворцы свои.
И, конечно, это был шок для них. И, конечно, они воевали против такого изменения. И будут снова воевать, если опять то же самое повторится. Так, политический экскурс закончен. Идем дальше. Допустим, вы техлид, спрашивает меня Эдуард. В команде еще 4 девелопера. Власти уволить либо поощрить кого-то у вас нет. Как внедрить чувство персональной ответственности, чтобы стыдно и больно было за халтуру? Ну, меня когда-то учили в Америке, один project менеджер, он мне говорил такую фразу, она звучала как peer pressure. Я запомнил. Peer pressure, то есть давление соседа, давление коллеги. Вот такой guilt-driven management, то есть менеджмент, основанный на чувстве вины. Вы должны каким-то образом сделать так, чтобы каждому участнику игры, каждому члену команды было стыдно от того, что он делает что-то не так. Должно быть какой-то шейминг, блейминг, буллинг. Вот эти все не очень приятные процессы вам нужно возглавить как менеджеру. Вы должны начать поощрять обсуждение друг друга за спиной, вы должны поощрять слухи, вы должны поощрять незаслуженную критику и наоборот незаслуженное поощрение. То есть сделать так, чтобы в команде было страшно работать, было неприятно работать, было опасно работать. Чтобы каждый понимал, что неверное движение, и его будут считать каким-то не таким, о нем будут плохо думать. Поощрение и наказание, которое является повышением зарплаты, либо увольнением, либо вычетом зарплаты, это прямое взыскание, это прямой фидбэк, прямая обратная связь от руководства. Она здоровая. Вам прямо говорят, ты на прошлой неделе работал плохо, вот тебе минус $200. На этом все. Не нужны никакие обсуждения, не нужны никакие подковерные игры. Вам прямо в долларах формулируют, чем они недовольны, в чем проблема с вами. Вы это получаете и дальше спокойно в здоровом режиме продолжаете работать. Но если этого нет, если такой возможности нет так организовать, то вы должны делать, как я сказал, через неприятные инструменты. Другого пути нет. Ищите, даже если вы попали в такую ситуацию, то пытайтесь найти какие-то инструменты более прямого воздействия. Они здоровые. Я не знаю, в конце недели давайте каждому по красному красивому яблоку. Вот вы менеджер, пойдите в пятницу в магазин и купите фрукты, вкусные, не знаю, яблоки. Но пускай этих яблок будет ровно на 1 штуку меньше, чем членов вашей команды. У вас 4 человека в команде, купите 3 яблока, или 3 мороженых, или 3, не знаю, банки с Кока-Колой. Возвращаетесь в офис и даете только 3 из них, а 4 не даете. Говорите, сегодня на этой неделе ты без яблока. Это лучше, чем вы будете делать что-то менее прямолинейное. Чем более менеджмент прямолинейный, чем он четче формулирует свое недовольство сотрудниками, тем он качественнее, тем он более профессиональный. Но многие менеджеры не могут этого сделать, потому что они не знают, как объяснить тому 4 человеку, почему он без яблока остался. Они будут мэкать, прятать глаза, он не знает, как сформулировать. Либо он будет какую-то ерунду говорить, которую человек не сможет никак переложить на реальность. Он будет говорить что-то типа «недостаточно энтузиазма у тебя было на неделе», «недостаточно вовлечен ты был», «не хватало синергии с командой», «недостаточно было на ретроспективе, ты не проявил себя должным образом». Ну, какая-то вода будет литься из уст менеджера, которую с ней непонятно, что делать. Только послать его и сказать: ладно, ты так считаешь, ну и черт с тобой. Менеджера послать. Так, дальше. Тот же автор спрашивает: вы работаете в большой компании, это ко мне вопрос, где много разного уровня менеджеров. Вы сталкиваетесь с ними в коридорах. Как они реагируют, если знают, что вы их презираете как класс? Они не смотрят мой канал, я думаю. Редко кто его смотрит. Это вот вас тут 100 человек. Так, чтобы прямо они меня смотрели. Как реагируют? Не знаю. Никто не подходил ко мне и не говорил: ты знаешь, я вот менеджер и горжусь этим, а ты вот сволочь, меня тут
поливаешь, а я пользу приношу. Мы ровно сегодня в офисе имели обсуждение на тему, почему компания, корпорация, не только наши, они все примерно одинаковые, почему компании терпят все это огромное сословие или огромный класс менеджеров, которые фактически являются тормозом или проблемой или препятствием между людьми, производящими продукт, добавочную стоимость, и потребителями, которым нужен наш продукт. Между нами стоит огромная прослойка управленческого персонала, которая а. дорогая, б. инертная, в. хитрая, неэффективная, обозленная, некомпетентная. Все минусы, которые могут быть у человека, у людей, они в этой прослойке сосредоточены. И вывод только один, что мы не можем с ними справиться. Они сильнее, чем бизнес, они сильнее, чем владелец бизнеса. Владелец бизнеса просто не в состоянии победить этих бандитов, которые захватывают предприятие, захватывают корпорацию и на ней сидят. Как в животном мире. Никакая акула не справится с паразитами, которые на ее теле живут. Но она не может ничего с ними сделать. Они просто приклеиваются, и акуле или крупной рыбе приходится сосуществовать с этим целой оравой паразитов. Также и в менеджменте. Не можем мы их убрать. И да, презираем. Как презираем? Презираем само явление. Мы не презираем конкретного менеджера. Он может быть хороший парень, но мы само явление. Для нас оно, конечно, печально. Наличие этого класса под названием менеджер. Дальше. Компания не платит деньги уже 14 дней. Искать ли мне новую работу или сидеть ждать чуда? Это какой-то зумер спрашивает, да, видимо. 14 дней, слышите, ему не платят деньги, он уже начинает волноваться. В 90-е годы людям не платили деньги по 6 месяцев. И они продолжали ходить на свои заводы и спускаться в шахты и работать 14 дней, ты же понимаешь. Это смешной, видимо, вопрос. Как искать новую работу? А вы найдете ее, новую работу? Если найдете, то, конечно, ищите. Почему вы раньше ее не искали? То есть вас там удерживало только наличие денег вовремя. Это единственный критерий, по которому вы сидели в компании. И вот они убрали этот критерий, и теперь вы тут же начинаете искать новую работу. Тогда вы должны были это делать раньше. А если вас держит не только это, то, наверное, не стоит искать. Подождите. Так, дальше. Вопрос я не понял. Коты или собаки? Как вы относитесь к заведению домашних животных? Есть ли они у нас? У вас? У нас. У меня нет животных домашних. К котам у меня вообще такое отношение неприязненное. Мне кажется, это абьюзеры максимально высокого уровня. Это все, что можно вложить в слово абьюзер, это кот. Это существо, которое ведет себя по классическим правилам человеческого абьюза, другое слово не подберу. Ему совершенно наплевать на ваши интересы, при этом ему совершенно не наплевать на свои интересы. Он будет до конца отстаивать свои интересы, пока ему это нужно. Как только вы к нему обратитесь со своими требованиями, он просто вас игнорирует. Я думаю, что у меня такая есть версия. Я думаю, что такое поведение объясняет, почему девчонки любят заводить котов. Им нравится, или, может быть, их тянет к такому формату отношений, где их так беспощадно абьюзят, а они в это дело влюбляются. То есть кот, он же совершенно не любить не умеет ничего. Судя по поведению, у меня есть некий опыт общения с этими зверьками. Что такое любовь, он не понимает. Это совершенно холодное, абсолютно отстраненное и совершенно бесполезное существо. Но вот эта отстраненность и игнор, который включается, когда тебе он нужен, когда тебе нужен кот, он тебя игнорит. Но когда ему нужен ты, то он найдет тебя везде. Он найдет тебя, придет, он от тебя не отстанет. И тебе кажется, что это любовь. Но как только ты дал ему то, что нужно, и пытаешься получить в обмен что-то, тебя игнорят. И эти эмоциональные качели, на них можно раскачиваться бесконечно. Собаки дело другое. Но они рабские существа. Они полностью отдают свою власть над собой человеку. И мне жалко наблюдать, как собака живет с человеком и полностью ему. Если это собака сторожевая собака, если она вместе с человеком живет на природе, и они вместе сосуществуют,
ну, например, охотятся вместе, или они вместе, ну, она ему помогает в сельском хозяйстве, тогда это, конечно, друг человека, это другая история. Но когда у вас в доме живет собака, и она выполняет роль подушки мягкой или мягкой игрушки, то это вызывает только жалость к этому существу у меня возникает. Так, помните ли вы формулу дискриминанта? Да, вы уже спрашивали, я ее посмотрел, поэтому да, я помню. Ну, точнее, я не помнил, но я b квадрат минус 4ac, я уже в курсе. Но я когда-то это помнил и решал квадратные уравнения, безусловно. Откуда берутся деньги на оплату проектов Xerocracy и когда они закончатся? Они берутся пока из частных коллекций, частных фондов. Какие-то мои, какие-то тех людей, которым нужна разработка, которым это интересно. Плюс мы думаем о том, чтобы привлекать дополнительные проекты. Ну, надеемся, что они не то, что не закончатся, а надеемся, что появятся другие проекты, которые захотят тоже по той же модели привлекать кодеров. Если у вас есть какой-то open source продукт, допустим, то светлый глаз прийти к нам, подключиться к платформе и начать поощрять девелоперов, которые к вам и так приходят, которые и так с вами работают в open source режиме. Если у вас закрытый проект, тоже подумайте об этом. Вы тоже можете наш формат выбрать. Так, дальше. Приходилось ли тебе заставлять программистов выходить на работу в офис в выходные? Как это аргументировалось? Ну, заставлять когда-то мне приходилось, но это было очень давно. Это было на заре моего менеджерского опыта, и я с отвращением вспоминаю эти времена, когда кого-то нужно было заставлять. Я не умею заставлять, я не знаю, какие нужны для этого. Если у нас есть договор, по которому мы работаем, то не нужно его заставлять. Он сам знает, что ему нужно выйти в выходные. Ну, например, в договоре прописано, что выходные дни тоже могут быть рабочими, оплачиваются по такой-то ставке повышенной, и выходить в выходной день нужно по поручению руководства, которое, не знаю, отправляется по имейлу за 3 дня до выходных. Тогда мне не нужно никого заставлять. Я просто пишу имейл и говорю: в эту субботу вы на работе. И все. Ну, есть договор, и по нему они выйдут. А вот заставлять, убеждать, уговаривать — это такая грязная история, и это позор менеджера, если он занимается этим, если он кого-то заставляет. Вы должны мотивировать, вы должны построить так систему мотивации и поощрений, и наказаний, чтобы в рамках этой системы программист сам действовал в вашу пользу. Так, дальше. Глянцевый или матовый экран? Конечно, матовый. Глянцевый, я все глянцевое не люблю. Ни глянцевые обложки, ни глянцевые экраны. Все, что блестит вот так ярко и отражает свет, это, мне кажется, безвкусица. Лучше, когда матовое, и тогда оно и смотрится как-то побогаче и поприятнее. Так, Роман спрашивает, есть программисты, которые постоянно меняют код на тот, который выбивается из стиля. Приходится менять постоянно обратно. Приходится заниматься этим постоянно. Ну, это все происходит потому, что у вас нет системы контроля стиля. Вы не должны ни в ту сторону изменения вносить. У вас должен быть инструмент, тул, чекер, который либо пропускает изменения, которые, если они соответствуют стилю, либо не пропускают. Но это базовые истины. Посмотрите в интернете Style Checker, Code Style Checker или Code Static Analysis. По этим ключевым словам вы найдете себе инструмент, который однажды интегрируете в проект, и на этом все закончится, ваши все мучения. Дальше. На моей работе есть дежурство. Во время него могут быть звонки на телефон при проблемах на проде, даже ночью. Есть ли такое в Huawei? Как вы относитесь к такому? Я уверен, что в Huawei есть такое, я думаю, куда более жесткое, чем у вас. У вас какие-то там звонки, я думаю, что в Huawei есть просто дежурство на серверах, в серверных комнатах, и это должно быть дежурство не просто 24/7, а в военном режиме, где шел с поста, и тебя за это и уволят, и оштрафуют. Но когда речь идет о крупных системах, которые требуют высокой степени надежности, не так, как Cloudflare, который сегодня лежал опять
полчаса или больше, которые хотят работать супернадежно, то, конечно, у них должны быть такие режимы. Просто человек, который находится на дежурстве, должен в этом режиме и оплачиваться, и контракт его должен предусматривать такую работу. Для некоторых людей это окей. Для меня, допустим, это было бы некомфортно работать ночью, сидеть на телефоне. Но есть люди, которые, наоборот, приемлют такой режим и за деньги, да, в такой режим готовы. Так, дальше. Как искать работу программисту в текущих реалиях, когда везде идут сокращения? А где вы были, программист, Михаил, когда вас где-то сократили? Вы же сейчас ищете работу. Почему? Потому что где-то вы ее потеряли. Вам же не 18 лет. Вы же не только институт закончили. Значит, вы где-то кого-то послали. Кто-то вас послал. Вы где-то там подписали по собственному желанию. Ушли в свободное плавание. Подумали, что все у вас будет хорошо. Теперь вы ищете, где бы вам найти работу. Не знаю, где найти. Думать раньше надо было. Держитесь за своих работодателей. Говорю вам это 158 раз. Там, где вы работаете, там и пытаетесь построить карьеру. Там и пытаетесь сделать что-то, что можете сделать. Уходить от работодателя – это последний шаг. Это уже совсем, если уже совсем вам плохо, я не знаю. Особенно в российских реалиях, где трудовой кодекс защищает вас по максимуму. Это же не Америка, где вас увольняют в один день. Вы можете сидеть долго, вы можете не уходить, вы можете сопротивляться. Держитесь. Не будет лучше на другой стороне улицы или там, где трава зеленее, не будет там. Там будет то же самое. Там будет то, чего вы достойны. Даже в самой плохой компании вы можете построить и карьеру, и пэт-проекты сделать, и что угодно. От вас зависит, а не от компании. Не думайте, что вот вы найдете классную команду, вот вы найдете идеальные условия, вот вас наконец возьмут в Google, в отдел по разработке секретных технологий. И там вы наконец раскроетесь. Не раскроетесь. Вы там будете таким же лузером, как вы были в компании где-то в Саратове и разрабатывали там онлайн-магазин по продаже билетов на стриптиз-клуб. Вы будете ровно тем же программистом. Окружающая реальность будет такова, каковы вы, а не наоборот. Дальше. Почему ты называешь EOLang истинным ООП? Есть ведь еще классическая ООП по Алану Кею, и традиционная из Java, C++ и так далее. У них обоих есть свои плюсы и минусы. Как по мне, это скорее 3 разных школы ООП. Да, есть разные ООП. Есть еще Python, который тоже думает, что он ООП. Есть еще JavaScript, который думает, что он ООП, а у него там не наследование, а прототипы вместо parent-классов. И каждый называет себя ООП. Нет точного определения объектно-ориентированного программирования. Поэтому мы взяли EOLang и сказали, у нас pure object-oriented programming. Мы не называем его истинным, мы говорим, что оно pure, то есть чистое. А это значит, вполне четкое определение, что все является объектом. Everything is an object. У нас в EOLang нет многих вещей, которые есть в других языках, тоже называющихся чистыми ООП языками. Например, один из таких чистых языков это я сейчас могу вам соврать, но, допустим, Smalltalk. Как будто бы чистый язык, да, объектно-ориентированный. Просто вы не знаете, может быть, Smalltalk, так же, как и я. Это старый язык. Давайте возьмем, не знаю, Ruby, например. Ruby заявляет, что он pure object-oriented язык. Ruby. То есть у него все является объектом. Значит, все, что не возьми, к этому всему можно применить те же инструменты управления, что и к объекту. Верно? Если мы говорим, что все объект, значит, у этих всех сущностей одни и те же инструменты управления. Допустим, мы берем строку, и я могу от нее, например, в Ruby, например, у каждого объекта можно переопределить метод. То есть сделать так, чтобы в этом объекте появился дополнительный метод. Возьмем строку, и мы можем к ней добавить дополнительный метод. Возьмем integer, число. Мы к нему можем добавить дополнительный метод. Возьмем наш объект собственный, можем добавить. А давайте возьмем метод.
Метод внутри объекта. Это же тоже что-то, это же тоже сущность некая. Мы можем к методу добавить метод? Не можем. Значит, у нас все-таки не все объекты. Значит, у нас есть объекты и есть какая-то другая категория. Например, методы объектов. Это уже не объекты. Или возьмем, допустим, statement. X равняется 12. Мы можем к этому стейтменту добавить метод новый? Не можем. Значит, у нас еще какая-то третья сущность появляется. Statement. У нас есть объекты, у нас есть методы, у нас есть стейтменты. Уже 3. А вы же обещали everything is an object. Какой же у вас тогда pure object-oriented programming? У вас не pure. И так в каждом языке программирования. Мы в нашем языке говорим, а мы делаем шаг в сторону именно pure. У нас как будто бы действительно все объекты. Но и то мы лукавим. У нас не все объекты. У нас есть объекты, у нас есть данные и у нас есть функции. У нас 3 элемента внутри языка. Но ровно 3. Мы гарантируем, что у нас их только 3. А возьмите Ruby, их там 13 или 15. Много. Я вам только 3 перечислил уже. И так в любом ООП-шном языке, который говорит, что он ООП. Возьмите Python, возьмите JavaScript. У них у всех там есть вещи, которые не укладываются в парадигму все объекты. Так, дальше вопрос. Да, кстати, если вы хотите принять участие в разработке нашего языка, то у нас есть для этого канал в Telegram. Ссылку я оставлю под видео. Подключайтесь. Мы очень ждем contribution. Так, в одном из постов вы с иронией писали про Юру Борисова. Это задает мне вопрос некий Энди. Что он переоценен как актер. В чем тогда, по-вашему, заслуга его настолько большого успеха в России и в Голливуде? Ну, как я понимаю актеров, и я совершенно не специалист, но мне кажется, что актера заслуга в том, чтобы он был, вернее, его сила, его ценность как актера в том, чтобы он был, чтобы он умел естественно и правдоподобно передавать эмоции героя. Настроение героя, эмоции героя, проблемы героя, его замысел, то есть то, о чем думает герой. Это все должен уметь актер своей физиономией, действиями, вот этой лицедейством передавать зрителю. Юра Борисов, он всегда одинаковый, он смотрит и немножко может ухмыльнуться. Но когда он начинает чуть более сложное что-то играть, то получается неестественно. То, как я это наблюдаю. Он просто очень колоритный визуально, очень такой... физиономия у него цепляющая, и когда он смотрит прямо и не шевелится, то замечательно. Ну и все. Надо же как-то... Он чем-то мне напоминает Тихонова Вячеслава, который Штирлица играл. Прекрасный, прекрасные роли он сыграл, но он всегда одинаковый. В фильме про Штирлица «17 мгновений весны» он же просто стоит прямо, говорит в камеру или говорит чуть наискось. Вот и все. Он не плачет, он не смеется, он не переживает. На его лице не написано ничего. Если бы за кадром не объясняли нам, что чувствует Штирлиц, мы бы не понимали вообще, о чем идет речь. Что там на его прекрасном лице, что он передает. И так он во многих других фильмах, но не во всех. В некоторых фильмах он, допустим, «Они сражались за Родину», там он играет и играет очень здорово. Так вот, я такого фильма не видел с Юрой Борисовым, где бы он играл, и было бы видно, что он передает... может, я не специалист, вы меня тут не берите в этом плане за эксперта, я чисто как зритель сужу. Как будто я его вижу в каждом новом фильме, он тот же уже просто. Но, может, я не понимаю. Так, дальше. Вопрос такой, Александр задает. У тебя есть цикл лекций по проект-менеджменту, но при этом ты считаешь, что проект-менеджеров быть не должно. Как тогда вы видите, можно построить или настроить работу в компании небольшой, если не использовать Xerocracy как платформу? Вам нужно что-то.
Вы не можете просто убрать Project Management. Вы должны чем-то его заменить. Вам нужна какая-то альтернативная система контроля работы людей, оценки их производительности. Нельзя просто убрать регулировщика с перекрестка, и на этом все. Вы должны поставить светофор. Вы должны написать правила дорожного движения. Вы должны научиться штрафовать людей за нарушение правил проезда перекрестков. Вам нужно камеры поставить. И тогда вы можете убрать регулировщика. Ваш project менеджер это регулировщик. Он каждый раз принимает субъективные решения. Кому ехать, кому стоять. И делает это неплохо. Регулировщик куда более качественный управляющий перекрестком, чем светофор. Светофор не соображает и часто может закрывать одну улицу от другой, хотя нужно было сделать наоборот. Но регулировщиков не наберешься на каждый перекресток, хотя раньше они стояли на ключевых перекрестках, и это было более выгодно городу, чем светофоры. Но, сами понимаете, это субъективный менеджмент. Ищите способы, стройте какие-то дэшборды, какие-то статистические сборки данных. Вы должны как-то сотрудникам своим дать обратную связь о том, как они работают, хорошо или плохо. И на основании обратной связи, в идеале, платить им деньги. Если не можете платить им деньги, если вы должны платить им, даже если они ничего не делают, то есть вы платите им зарплату, то сложнее будет. Трудно управлять, не имея рычагов управления. Трудно заставить людей, или так, давайте уберем слово «заставить», трудно сделать так, чтобы перекресток проезжали без нарушений, если людей не штрафуют. Если вы не будете штрафовать за проезд на красный свет, никто не будет слушать сигналы светофора. Не будут. Будут аварии, будут врезаться, вы будете иметь хаос. То же самое в менеджменте. Если вы не штрафуете своих сотрудников за плохую дисциплину, за отсутствие производительности, за лень, за пропуски, лучше всего штрафовать за низкую продуктивность. Это самый разумный, самый эффективный способ штрафа. Низкая производительность, ты мало деталей сделал на станке, ты получил меньше денег. Все остальное вторично. Дисциплина, присутствие на рабочем месте, форма одежды и все остальное. Это уже мелочи. Это можно потом подтянуть. Если productivity, если выдача плана на уровне, и вы за это умеете поощрять, то у вас будет успешный цех, успешный завод. Все будет замечательно. Если вы сможете привязать производительность труда к его оплате. Как только эта связь разрывается, вы получаете халатность, вы получаете дезорганизованность, вы получаете Советский Союз в его последних нескольких десятилетиях. Это было именно так. Эту связь разорвали. И люди стали работать за зарплату. Когда ты работаешь просто за зарплату, ты не работаешь. Это как перекресток, на котором светофор висит, он моргает, зеленый, красный, но никто не штрафует за проезд на красный свет. Дальше. Есть большая кодовая база. Всегда возникают споры на ревью о код-стайле и архитектуре. Как в своей команде задекларировать правила написания кода? Вот вы сами говорите. Отсылка к моему выступлению о защите от искусственного интеллекта. Посмотрите выступление. Там я как-то кратко попытался рассказать. Необходимы инструменты. Вы должны добавлять в репозиторий как можно больше жесткости. Ваша задача как архитектора – это удерживать каркас проекта в стабильном состоянии. Каркас. Детали, мелочи, дефекты – это все приходит и уходит. It's okay, если их будет много, мы потом их исправим. Это все вторично. Вы должны держать в руках каркас. То есть вы должны ключевые решения, которые приняты по архитектуре, закрепить каким-то образом. И стилистика – это тоже ключевое решение. Вот вы решили, что у вас в проекте будет стиль программирования такой. Вы будете использовать ESLint для JavaScript или TypeScript. Вы его зафиксировали и контролируете, чтобы ни одна зараза не ослабила правила контроля стилистики. Потом вы второе решение приняли, что у вас в базе данных должна быть вот такая
концепция. Вот так должны таблицы между собой быть связаны и так проименованы. И обращайте на это внимание. Держите контроль над этим. А многое остальное можете пустить на самотек. Как сделают, так сделают. Но фокус ваш как архитектора должен быть на ключевых точках технических, на ключевых точках, в которых приняты технические решения, ключевые. Дальше. Вы часто ли выбираетесь в путешествия? И планируете ли на Новый год отдыхать или снова будете работать? Ну, я не путешествую просто ради путешествий. Редко, точнее, очень. Мне очень скучно этим заниматься. Но я по работе часто бываю в разных местах. За год, наверное, раз 10 я куда-то съезжу. Может быть, 8-10. А на Новый год нет. Я хочу книгу написать еще одну. Так что я уже почти уже уверен, что это сделаю. Надеюсь, что смогу сделать это быстрее, чем в прошлом году. Я в прошлом году написал Angry Tests. Кто еще не купил, тот по ссылке внизу под видео может это сделать. Но я на нее потратил месяц на написание, вот весь январь я писал все новогодние праздники, и потом еще пару недель там по вечерам заканчивал. А потом еще 2 месяца потратил на ее вычетку, оформление, исправление ошибок, после ревью в том числе. А все почему? Потому что у меня не был готов фреймворк для ее оформления и контроля там, проверки стилистики, проверки опечаток и так далее. Но я его сделал, настроил, вот в прошлом году, точнее в начале этого года. И сейчас буду использовать снова. Надеюсь, что смогу за месяц написать то, что накопилось. Но пока не решил, какая именно это будет книга. У меня 2 варианта. Я хочу либо написать, раскрываю вам планы, либо хочу написать 2-й том Angry Tests. У меня набрано материала, мне кажется, еще на 2 тома. 2-й том Angry Tests. Либо я хочу написать книгу, в которой попытаюсь изложить всю ту концепцию зерократии, о которой говорю уже 15 лет и в выступлениях, и на блоге. Но только сделать это в формате книги, чтобы было систематизировано, со ссылками, с доказательствами, а теорию всю сформулировать того, что я вам пытаюсь донести. Вот, наверное, на 2-ю книгу нужно больше времени, больше усилий, так что, может быть, все-таки возьмусь за Angry Tests. Посмотрим по настроению. Так, дальше. Откуда силы после рабочего дня еще вести стрим? Да, мне в удовольствие. Чего тут? Тяжело разве сидеть с вами разговаривать? Как любитель кино, кого бы смогли отметить как абсолютно гениального актера? Мне очень нравится, уже, к сожалению, он умер, Сеймур Хоффман, который играл, много где играл. Мне кажется, это один из очень таких действительно качественных актеров, который настолько разные роли у него, настолько в таком огромном диапазоне от абсолютно комичной, от абсолютно просто комичной роли в «Большом Лебовске» до очень трагической роли в «Before the Devil Knows You're Dead». Это из иностранных актеров. Из наших, кого бы я так вот выделил, может быть, фамилия вылетела из головы. Куравлев. Мне кажется, очень тоже сильный был актер, он умер. Он в огромном количестве фильмов снимался, и у него очень тоже широкий диапазон от совершенно от комедий до весьма таких тяжелых ролей, драматических. Например, «Мы ниже подписавшиеся», роль, которая такая сложная и драматическая, до «Иван Васильевич меняет профессию». Она очень... И Яковлев тоже хороший. Но мне кажется, вот Куравлев мне как актер нравится. Так, есть ли в вашей практике случаи индивидуального применения зерокраси?
Интересуюсь этой философией в качестве инструмента обучения. Индивидуальный, то есть вы хотите для одного себя применить. Попробуйте, это на самом деле интересный вопрос. Вы можете подключиться к платформе и подключить один единственный проект. Вы будете там один, система будет вас поощрять и наказывать. Посмотрите, что из этого выйдет. Мы сейчас даем доступ к платформе практически бесплатно. Не практически, а бесплатно. Вы можете подключиться, пользоваться, деньги платить не нужно. Пойдет хорошо, не пойдет, тоже отключитесь. Напишите о своем опыте. У нас есть группа в Телеграме, где мы обмениваемся этой информацией. Так, что вы думаете о росте цен на оперативную память? Плюс 250%. Не знаю. Мне кажется, на яйца и колбасу тоже выросли цены за 18 месяцев. Ну, я не знаю, как вообще оценить то, что происходит в мире и в стране. Этот какой-то удивительный рост цен на все подряд. В России вообще мне непонятно. При том, что стоимость доллара падает, а цены продолжают расти. То есть, казалось бы, да, когда доллар рос, и стоимость доллара увеличивалась, и она была и 80, и сначала было 60, потом 80, 100, 120, то понятно было, почему кофе и какао, и чай в кофейнях дорожает. Но сейчас, когда движение идет в обратную сторону, они продолжают дорожать. Какая логика, я не пойму. Я не экономист, но вижу в этом... Не знаю даже, что видеть. Вот подскажите мне, что это такое. Я не понимаю. Так, как вы боретесь со страхами? Да, никак. Боюсь и все. Где можно взять элегантные объекты? Элегантные объекты появятся в продаже в начале следующей недели. Ну, как в продаже, небольшая партия. Вы сможете ее заказать. Подписывайтесь на телеграм-канал и купите. Как делать UI-тестирование мобильных приложений? Не знаю. Это сложная очень тема. Тестирование UI и в вебе, и в мобильных приложениях. Не знаю, как вы это делаете. Если бы я был фронт-энд девелопером, я бы или создал свой фреймворк, который очень нужен, либо, может быть, я просто не разбираюсь, и они существуют, но это такая тяжелая тема, которая требует какого-то качественного решения. Дальше вопрос. Вы говорили, что презираете доходы от капитала, аренду, банки и так далее, но при этом называете себя инвестором. Чем тогда инвестиции отличаются от тех доходов, которые вы не принимаете? Да ничем не отличаются. Вы правильно поймали меня. Действительно, я такой вот я лицемерный инвестор. Я, с одной стороны, да, одной рукой я критикую банки и капитал, а с другой стороны, сам на этом думаю наживиться и куда-то инвестировать и получить прибыль. Так что тут совершенно очевидное противоречие, не буду отрицать. Вы правы. Дальше. Часто программисты умные, но не все из них по-настоящему богаты. Почему они не могут разобраться в капитализме и начать эксплуатировать его по максимуму? А я не думаю, что для того, чтобы в капитализме быть наверху, нужно быть умным. Я не думаю, что IQ ваш и ваш математический склад ума является гарантией успеха в капиталистическом мире. Вовсе нет. Нужны совершенно другие качества. Вы должны быть другие. Я даже не буду говорить, что это какая-то хитрость, там, хитрость, может быть, приспособляемость или живучесть, или, может быть, отсутствие морали. Как будто бы так, говоря так, мы как бы унижаем, да, тех, кто достиг успеха в капитализме, считая, что они просто дураки, которые сумели кого-то обмануть вовремя. Это не всегда так. Но точно не математикой и точно не программированием вы добьетесь успехов. Лучше всего, вы знаете, да, рецепт, лучше всего родиться в богатой семье. Это правильный путь и логичный, и по нему я вам рекомендую пойти. Обязательно. А все остальные пути, они не к такому результату приведут. Так, тут мне пишут, что люди живут без тестов, и все хорошо у них. Так.
Зачем, спрашивает Владислав, зачем мне стараться что-то делать, копить, вкладывать, если кривозубый коммунист, это, видимо, я, потративший накопление на водку, а не на котелок, отберет его у меня? Ну, если вы находитесь на рубеже между капитализмом и коммунизмом, и в точке революции находитесь, то, конечно, вы должны быть готовы к тому, что вот этот вот пьяный коммунист, он заберет у вас, да, все, и все еще и не просто заберет и отдаст бедным, а заберет и пропьет. Скорее всего, так и будет. Потому что, сами понимаете, при таком изломе социальном, конечно, к власти приходят, может быть, приходят люди с горячим сердцем и хорошими идеями, но руки, которыми они делают революцию, это всякая пьянь и дрянь, которая не работать не хочет, не созидать не хочет, она просто хочет стрелять, убивать, пить водку. Но с помощью этих людей можно сделать революцию. Но вы не наберете просто, не знаю, 2 миллиона благородных, честных людей, горящих сердцем за свободу трудящегося класса. Столько их нет. Поэтому коммунисты, да, они наверху находилась верхушка людей, идейно подготовленных и знающих, куда они идут, а под ними уже были вот эти матросы полупьяные, которые просто стреляли, убивали и меняли общество. Но как иначе не получится? Кто-то должен исполнять волю и исполнять таким грязным способом. Так что так все и будет. Но если вы уже перешли в формат не капиталистический, а другое общество, давайте не называть его коммунистическим, а общество справедливого распределения ресурсов, то там не будет у вас никаких коммунистов, которые у вас отбирают что-то. Потому что мы все в одной системе же окажемся. И вы будете, как вы сказали, вы будете работать, зарабатывать на этот котелок, делать, копить, вкладывать. Вам не нужно будет делать, копить и вкладывать. Вы будете просто делать, работать. Вы будете каждый день выполнять работу, которая вам нравится. И за это мы, все остальные, будем вас кормить. Будем давать вам то, чего у вас не хватает. Вам квартира нужна, она у вас будет. Вам машина нужна, она у вас будет, если вы работаете. Вы перестали работать, у вас закончился срок вашей трудовой жизни, вы выходите на пенсию, мы будем продолжать вам давать квартиру и машину, потому что мы помним, что вы работали все это время. Как это было, например, в Советском Союзе. Человек, выходя на пенсию, получал очень близкие деньги, похожие деньги на те, которые он получал, работая всю свою жизнь на предприятиях. И так и должно быть. Такая логика распределения ресурсов, она правильная, но мы с вами обсуждали, что для того, чтобы такое общество существовало, должны быть очень мощные инструменты удержания общества от развала. То ли это должны быть лагеря НКВД, то ли это должны быть лагеря трудовые для для того, чтобы переучивать людей, переводить их их мозги менять. Я вам сказал, капитализм – это не капиталисты, это мы с вами. Для того, чтобы перейти из общества капитализма, где каждый пытается создать для себя пассивный доход, то есть ни черта не делать, чтобы на него работали другие, сменить это сознание людей на другое, в котором каждый человек понимает, что смысл его жизни в том, чтобы трудиться и помогать другим людям. И тогда они помогут тебе. Но поменять сознание у миллионов или у миллиардов людей – очень тяжелая задача. Дальше. Смотрел ваш стрим 2020 года, то есть 5 лет назад. Вы там сказали, что смысл жизни – это искать сражения и побеждать в них. Согласны ли вы с этим сейчас? Да, я также считаю. Конечно. В этом и есть жизнь. Находить врага и его побеждать. Находить следующего и его побеждать. Каждый раз это может быть какой-то свой враг. Нет качественного UI-фреймворка для тестирования мобильных приложений. Вот ваш враг. Победите его. Сделайте такой фреймворк, потратьте на это 5 лет жизни. Получилось, супер. Следующий враг, у вас появится, не знаю, какой-нибудь менеджер, которого нужно изгнать из компании. Потратьте на это еще полгода. Потом у вас появится задача построить компанию, которая умеет делать то-то и то-то. Сделайте это. Вот ваш враг, отсутствие компании или рынок, который вам мешает. Воюйте с ним. Но если не с кем воевать и нет сражения, то жизнь ваша не имеет смысла. Возьмите мир природы.
Посмотрите на то, как устроена жизнь животных. Они все живут в постоянной борьбе. Их жизнь – это постоянная война. Они воюют с окружающим миром. Значит, так задумано природой, чтобы мы, каждый из нас, на биологическом уровне, мы воины. Мы постоянно в столкновении с окружающим нас миром врагов, так или иначе. Да, у нас есть и союзники, есть друзья, безусловно, но большая часть окружающего мира – это все наши агрессивное. Это все состоит из агрессии, так или иначе. И мы должны, наша жизнь заключается в том, чтобы сквозь агрессию проходить в следующий день, проходить в следующую неделю, в следующий месяц. Пока есть на это возможность, пока есть ресурсы, то есть время, здоровье, вода, воздух. Что делать, если на работе линейный менеджер имеет плохое личное отношение ко мне? А сегодня даже позвонил и кричал на ровном месте. Легче уволиться? Ну, вы можете попытаться разобраться, почему так, почему у него такое отношение. Ну, наверняка есть причина. Наверняка есть какой-то смысл в том, что он делает. Он делает это для чего-то. Пытайтесь искать в поведении человека все-таки мотив. Ну, бывает, конечно, что люди просто психопаты. У него нервы шалят, у него гормональные, может быть, сбои, он просто шизофреник. И поэтому ему нельзя не покричать. Если не покричит, то он плохо себя чувствует. Бывают такие люди. Ну, тогда нужно увольняться. Да? Либо, хотя даже, может быть, это не самый худший случай. Это довольно понятная ситуация. Он просто больной человек, он кричит, поэтому вы можете просто игнорировать то, что он делает, вести себя с ним как с больным. Ну, кричит, и человек и кричит. Ну, вы выслушиваете внимательно, он выкричится, положит трубку. Ну и все. Это как раз несложно. А вот если он делает это ради чего-то, например, он хочет, чтобы вы уволились, и вы предлагаете здесь легче уволиться. То есть он хочет, чтобы вы ушли, а на ваше место пришел его племянник. Но он не может вам это прямо сказать, потому что вы не уволитесь. Вы, например, неплохой программист. Вы работаете, и вас не за что уволить. Что он делает? Он создает давление на вас. Кричит, придирается, без всякого смысла. Делает вашу жизнь невыносимой. В итоге вы приходите и говорите: вот мы с вами не сработались, я увольняюсь. И он говорит: ну, значит, увольняйтесь. И приходит его племянник, и все хорошо. А вы думаете, что вы ушли от такого плохого менеджера. Он не плохой, он просто хитрый, он умный. Он вас переиграл. Если вы поймете, что происходит, то вы можете даже прямо ему сказать. Вы можете сказать ему: вот вы так кричали на меня вчера по телефону. Вы хотите, чтобы я уволился? И вы услышите, какая будет реакция. Увидите. Ну, я не знаю, какая она будет, но по ситуации поймете. Пытайтесь искать первопричину и уже с ней иметь дело, с ней работать. Не с проявлениями человека, не с его поведением, не с этой маской, которую вам показывают, а с тем, что на самом деле происходит. Чего он хочет. Как ты учил английский, меня спрашивают, и как я оцениваешь свой уровень? Я учил, я вам говорил как. Ну, по книжкам и с преподавателем, когда в школе был. Ну, а потом просто на практике. И больше всего мне помогает кино, кинематограф. Смотришь фильмы на английском с субтитрами. Это очень хороший способ выучить язык. Китайский я учил 5 лет и бросил. Я не могу. Я вам уже рассказывал про китайский язык, насколько это, на мой взгляд, бестолковая затея его учить, с одной стороны. С другой стороны, язык крайне странный, и такое ощущение, мое личное ощущение, что он не имеет будущего большого. Ну, не то, что большого, а вообще не имеет. Да, их много, их в количественном отношений много, безусловно, там более миллиарда человек на нем говорит. Но это не меняет сути. Это не меняет отношение к языку. Даже если их 100 миллиардов будет говорить на этом языке, это не значит, что язык объективно имеет характеристики там, высококачественного языка. Я не лингвист, но я читал в интернете анализы лингвистов и сравнения языков между собой. Попробуйте и вы почитать. И вы увидите, что говорят о китайском языке специалисты в языковедении. Насколько это крайне странный язык и как будто бы недоработанный, как будто не оставшийся далеко в ранних фазах развития языка.
Так, вот мне пишут, вы часто ссылаетесь на Ленина как человека, который сделал революцию. Но революцию сделал Троцкий. Да не сделал он революцию. Троцкий вбежал, куда там он, проруководил пьяными матросами. Это не значит делать революцию. Революцию делали десятилетиями до этого. Писали книги, строили фундамент под революцией. Так можно так сказать, не Троцкий сделал революцию, а вот эти вот пьяные матросы, которые ворвались куда-то там, кого-то расстреляли и кому-то вручили в руки манифест. И что, они сделали революцию? Да они бы чего угодно сделали, им бы водки налить побольше, они вам любую революцию сделают в любой стране, в какую и буржуазную, и социалистическую, какую хочешь. Но это просто инструмент. Зачем про них вообще говорить? Сколько написал Ленин, сколько написал Троцкий и что он написал? Почитайте Троцкого. Все его книги – это рассказы о себе самом. Я читал его, 4 книги прочитал Троцкого, или 3. Потратил на это время, внимательно читал. Это все рассказ Троцкого о том, какой классный Троцкий. Какое его детство было, как оно прошло, как он ходил в школу. Он об этом книгу написал. Как я ходил в школу. У него там часть книги посвящена этому. Замечательно. Очень интересно. А можно было о чем-то написать ближе к делу? Расскажи нам о классовой борьбе, расскажи нам о противоречиях, не знаю, в трудах Маркса. Нет там этого. Просто рассказ о том, как мы делали революцию, кого он позвал, кому он позвонил, кто к нему пришел. Ну, я не считаю, что Троцкого роль, она такая уж важная и в этом всем процессе. Да, он примкнул к Ленину, он же не был сначала с большевиками. Он к ним подключился, примкнул, ну, помог, да, в этой революционной борьбе. Но считать его главным лицом нет. Пользуетесь ли вы уходовой косметикой для лица? Так, пошли уже вопросы сугубо технические. Да, кремом бывает пользуюсь вполне, потому что иначе сухая кожа будет, и тогда я совсем быстро стану старой. Что вы думаете о детях? Я вам про детей уже рассказывал. Считаю, что дети – это прекрасно. Дети нужны, без них жизни не будет. Тут, когда спрашивают, что думаешь о детях, нужно разделять этот вопрос на компоненты. Можно думать о воспитании детей, можно думать о создании детей, можно думать о обеспечении детей в социальном плане, об их развитии как в целом сегменте общества. Это все отдельно взятые вопросы. Если у вас вопрос конкретно о том, там, как рожать детей, то можем об этом поговорить. Если о том, как заниматься процессом, который предшествует рождению, можем и об этом поговорить. Но это все разные стадии. Так, ну давайте заканчивать. У нас уже... Тут мне пишут, Ди Каприо тоже одинаковый. Не уверен я, что Ди Каприо одинаковый. Не знаю, не уверен. Мне кажется, Ди Каприо играет неплохо. И в разных фильмах по-разному.